Глава 416. Окружение храма шаманов. Чутянь стоял вдали на горе, наблюдая за всем. 20 тысяч элитных воинов-карликов уже полностью окружили шаманский храм. Массив, который ты дал карликам, слишком силен. Деларес увидела, как несколько сотен марионеток Вуду распадаются под влиянием массива, и ее глаза почти выскочили. Эти шаманские парни уже проиграли, как только наткнулись на тебя. Но это очень странно. Очевидно, что ты впервые встретился с шаманами. Так почему ты так глубоко разбираешься в колдовстве? С твоим уровнем мне трудно объяснить этот вопрос. Просто относись ко мне как к гению с предвидением. Ха. Если бы другой стороной была Ин, она бы взорвалась. Даже если бы это была молодая мисс, она бы гневно сверлила его взглядом. Но Деларес совсем не злилась. Вместо этого она пошла массировать плечи Чутяня. Она спросила кокетливым тоном, полным очарования: «Мне действительно любопытно. Просто скажи мне, хорошо? Просто относись к этому, как будто я тебя умоляю». Богатая фигура лисицы намеренно потерла его несколько раз. Этот опьяняющий голос, было немного людей, которые могли бы устоять против него. Как мог Чутянь не знать, о чем думала эта лиса? Религия шаманов была одной из самых сильных религий. Они были не только в диких горах и в зеленом городе, но и во всем лесу хаоса. Они подавляли религию демонического бога на протяжении многих лет, поэтому, если она сможет получить методы борьбы с шаманами у Чутяня, ей все еще нужно будет бояться этих шаманов. На самом деле, это колдовство является разновидностью древней магии, но в конце концов это всего лишь небольшая ветвь, не содержащая сущности магии. Пока вы найдете конкретный метод борьбы с ним, любое колдовство может быть разбито. Чутянь дал только половину информации. Что касается конкретных методов, просто будь уверена, что, помогая мне, вы сможете узнать все, что захотите узнать. Удовлетворит ли этот ответ Деларес? Когда Деларес была готова использовать очаровательные приемы клана Лис, чтобы правильно расспросить этого парня, раздался военный клич. На северо-западе. Это должны были быть последователи шаманов, начавшие атаку. Но они явно не ожидали встретить такой жестокий ответ от карликов. Поскольку их план использовать местных жителей для отвлечения карликов не имел никакого эффекта, большая часть защиты карликов была сосредоточена на борьбе с шаманами. После того, как Арнольд и другие местные жители узнали правду, они начали помогать карликам разобраться с верующими шаманами, так что это уже не было проблемой. Единственной переменной может стать этот шаманский храм. В конце концов, в этом храме было более 1000 шаманских колдунов, и несколько сотен из них были жрецами. Добавив к этому марионеток Вуду, это было очень тяжелое сражение. Но их, к сожалению, самое мощное оружие в виде марионеток Вуду не могло быть использовано. Марионетки Вуду были результатом колдовства высокого уровня. Когда каждая из них была усовершенствована, это требовало большого количества времени, ресурсов и энергии. Марионетки Вуду были в царстве пробужденной души, но они могли подавлять экспертов царства истинного духа своими проклятиями. Эти 2000 марионеток Вуду были накоплены шаманами в течение нескольких поколений. Они были так же важны, как и зеленые защитники для карликов. Эти марионетки Вуду были основой для шаманов, не говоря уже о других, даже сами шаманы не знали о роковой их слабости. Прежде чем они исчерпают власть, они могут воскресать без остановки. Если жрецы-шаманы в битве с ними смогли бы восстановить власть над марионетками, то не было бы эффективного способа справиться с ними. Боевая сила этих 2000 марионеток Вуду не уступала армии в 10 000 воинов. Из-за их абсолютной уверенности в марионетках Вуду у шаманских колдунов не было стражи в шаманском храме. Теперь, когда они были окружены карликами, у них всех были темные лица, и они чувствовали себя немного беспомощными. Совершенное колдовство шаманской религии было легко сломано карликами. Это, без сомнения, было для них тяжелым ударом. У шаманов не было другого выбора. Они могли только забрать марионеток Вуду и подготовиться защищать храм шаманов. В шаманском храме были различные барьеры и заклинания, и был алтарь, который обеспечивал их силой. Если они защитят храм шаманов, карлики не смогут легко проникнуть внутрь. Остановите их. Используйте стрелы-талисманы. Карлики могли четко понимать, что планировали шаманы, поэтому передняя часть лучников вынимала стрелы с талисманами на них. Когда эти стрелы были выпущены, источник энергии активировал талисманы, и каждая стрела была наполнена силой разрушения колдовства. Когда в марионеток Вуду попадали в стрелы карликов, они сразу же издавали жалкие крики, и их тело разбивались на кусочки, в конце концов, превращаясь в груду гнилой плоти и извивающихся насекомых. Не было необходимости говорить это. Это также было сделано Чутянем. Чутянь обучил карликов магии запечатывания колдовства, и карлики использовали это для создания стрел-талисманов для борьбы с шаманами. Как только талисман на стреле был активирован, и стрелы атаковали марионеток Вуду, энергия в талисмане отключала силу колдовства внутри марионеток. В этот момент сила проклятия вызовет ответную реакцию,
превратив их в груды плоти, которые вообще невозможно будет восстановить. Именно так. Колдуны-шаманы были полностью подчинены. Чёрт! Марс был полон гнева, когда он начал бормотать заклятие. Ранее убитые трупы карликов объединились так, как будто их притягивало под действием силы тяжести с бесчисленными трупами, связанными вместе. Словно гигантская рука катала шарик, который мгновенно превратился в большую фрикадельку высотой в несколько футов. Выражение Кларка немного изменилось, когда он увидел это. Будьте осторожны. Он использует колдовство высокого уровня. Гигантская фрикаделька над головой Марса постепенно покраснела, а затем постепенно стала пурпурной. В нее просочилось большое количество яда, и вся фрикаделька надулась, как воздушный шарик, прежде чем ее бросили в густую область карликов. Кларк поднял посох в своей руке и выпустил зеленый свет. «Великий лесной бог, пожалуйста, даруй мне силу». Когда его слова закончились, длинный посох был вставлен в землю, и появилось бесчисленное количество ветвей и виноградных лоз, плотно удерживая фрикадельку в воздухе. Эти виноградные лозы и ветви были засеяны силой зеленой религии, поэтому, даже если это были лопасти ветра, яростное пламя или гигантские камни, они не смог бы повредить их вообще. Однако, это могло только временно остановить эту ужасающую технику колдовства. Когда изумрудные лозы коснулись фрикадельки, она была разъедена силой проклятия, и все это быстро угасло. В это время в фрикадельке было много дыр, так как изнутри выбрасывалось большое количество ядовитого газа. На поверхности стали образовываться новые трещины, очевидно, она собиралась взорваться. Бабах! В тот момент, когда эта гигантская фрикаделька взорвалась, была мощная волна, разносящая бесчисленные кусочки мяса. Каждый кусок мяса был наполнен проклятием колдовства, так что, пока они падали на живое существо, тело мгновенно гнило и умирало. Лесной барьер. Кларк уже был готов, немедленно вызвав перед собой гигантский зеленый барьер. Весь зеленый барьер был окрашен слоем темно-красного цвета, поскольку на барьере извивались бесчисленные куски мяса и большое количество отвратительных насекомых ГУ. Фрикаделька взорвалась, окрасив несколько сотен метров. Все растения и цветы были испорчены, и со скоростью, которую было видно невооруженным глазом, ядовитое облако образовало полосу изоляции, не позволяющую карликам преследовать отступающих шаманов. В пораженных районах все растения засохли, и вокруг ползали различные опасные колдовские насекомые. Так могущественно. Издали видела Деларес. Поистине, достойный верховного жреца религии шаманов. Если бы эта атака ударила по многолюдному району, возможно, она убила бы более 1000 человек. Чутянь тоже немного удивился. У этого шаманского колдуна из диких гор действительно были некоторые навыки. Возможно, его совершенствование не было ниже 4-го слоя истинного духа. Поскольку самим колдовством было трудно иметь дело, обычным совершенствующимся на том же уровне было бы трудно с ним бороться. Атака Марса создала шанс для шаманов, позволив всем шаманам отступить обратно в храм. Все жрецы зеленой религии выпустили свои атаки. Бесчисленные ветви и виноградные лозы внезапно начали дико расти, продвигаясь вперед, чтобы атаковать их, как гигантские питоны, но было уже поздно. Шаманы отступили назад, и храм шаманов был покрыт защитным барьером. Жрецы зеленой религии не могли прорваться сквозь него, поэтому бесчисленные виноградные лозы могли только окружить храм, не позволяя людям внутри выйти наружу. «Марс, твой план уже разоблачен!» Громко крикнул Кларк. «Не затягивай этот бессмысленный бой, у тебя не будет никаких возможностей». Шаманские колдуны оказались в ловушке внутри шаманского храма. У всех были выражения, похожие на угасающие угли. Даже самые медленные из них поняли, что происходит. Колдовство шаманов было развеяно карликами, поэтому было невозможно осуществить планы шаманов. Шаманы оказались в ловушке в своем же храме, и хотя они могли полагаться на него, чтобы какое-то время оставаться в безопасности, как долго они могли цепляться за него, колдовство, выпущенное Марсом, было очень сильным, но его потребление также было не низким. В настоящее время он тяжело дышал, его глаза были полны разочарования. Чертовы карлики, чертов Кларк. Если я поймаю его, я буду использовать 10 000 насекомых ГУ, чтобы медленно замучить его до смерти. К нему подошел жрец-орк с зеленой кожей. Верховный жрец, жрецы зеленой религии уже опечатали наш храм, и мы не можем использовать какие-либо техники колдовства. Что нам делать? Поскольку дела обстоят именно так, мы не можем сидеть здесь в ожидании смерти, сказал Марс с пасмурным выражением. Сначала мы восстановим свои силы с помощью алтаря, прежде чем ударить по ним одним ударом, мы дадим им понять, что нас, шаманов, нелегко одолеть. Лус, ты будешь руководить атакой, а я отвечаю за защиту. Жрец Лус несколько секунд обдумывал. У меня есть идея, которая более выгодна для нашей ситуации. Марс посмотрел на своего помощника. Говори. Мы можем. Лус был готов продолжать разговор, когда прибыл к Марсу.
Внезапно из его рукава, словно стрела, выскочила красочная крупная многоножка, прямо укусившая шею старого тролля, убить тебя, а затем присоединиться к зеленому городу. Марс издал жалкий крик. Эта многоножка была насекомым, рафинированным лузом на протяжении многих лет. Даже если это был земной дракон, яд внутри мог все же мгновенно разъесть его тело. Глава 417. Внутренняя война шаманов. Культивирование Марса было выше, чем луза, поэтому в обычной обстановке эта скрытая атака не сработала бы. Но Марс потратил много энергии и не имел охраны против луза, так что атака луза сработала. Луз был решительным человеком. Так как он решил убить верховного жреца, он, конечно же, не стал бы сдерживаться. Его лично очищенная сороконожка 7 сегментов могла убить любого с помощью только одного укуса, но не могла так просто убить человека перед ним. Когда сороконожка укусила Марса, ладони луза атаковали и врезались в грудь Марса. Хотя колдуны-шаманы не практиковали никаких методов совершенствования, только совершенствование луза, высвобождающего его духовную энергию царства истинного духа, было достаточно, чтобы создать очень мощную разрушительную силу. Ребра Марса были разбиты, и он выплюнул глоток крови. Как сломанный воздушный змей, он летел по воздуху и врезался в алтарь, где образовалась большая вмятина. Верховный жрец. Выражение всех шаманских колдунов изменилось, когда они уставились на луза, который начал скрытую атаку. Жрецы на стороне луза встали, и все они остановились перед лузом. Шаманский жрец взревел с лицом гнева и растерянности. Когда мы сталкиваемся с врагом, что ты делаешь? Что я делаю? Я на самом деле хочу спросить Марса, что он делает. Луз вышел с пасмурным выражением, и ни один шаман не заблокировал его. Атаковать зеленый город? Это явно он жаждет убить здесь всех, но он все же хочет, чтобы мы прыгнули в яму огня вместе с ним. Даже если мы победим, какое значение имеет для нас разрушенный зеленый город? Даже если мы победим, сможем ли мы вынести гнев вечного леса? Дикие горы рассматривают нас как одноразовый предмет, и вы готовы принять это. У колдунов-шаманов были ужасные выражения. Луз сказал: «Я уже договорился с новым городским лордом. Пока мы отделимся от диких гор, шаманы смогут поселиться здесь, и мы получим защиту зеленого города. Возможно, наше влияние сильно упадет, но мы наконец-то будем свободны». Шаманы были разделены на две фракции. Одна поддерживала Марс и дикие горы, а другая поддерживала Луза и шаманов зеленого города. Обе стороны начали вспыхивать в противостоянии. Тзе, тзе, тзе. Из отверстия в алтаре появилась фигура. У него были седые волосы, и он был весь в крови, похожий на ужасного призрака. Его кожа была уже гнилой, и внутри него текла ядовитая кровь, было ясно, что он был сильно отравлен, хороший предатель ищет славу. Без религии в диких горах откуда бы взялись шаманы зеленого города? Сегодня я уничтожу такую повстанческую ветвь, как ты. Выражения жрецов и Луза изменились. Этот старый хрен был укушен сороконожкой Луза в ситуации, когда у него не было защиты, и затем он получил 2 удара ладонью от Луза. Но он все еще не умер от всего этого. Верховный жрец был даже сильнее, чем они предполагали. Марс увидел уродливое выражение лица Луза и тут же показал уродливую улыбку. Удивлен? Видимо, ты не изучил все навыки шаманов диких гор. Пока он говорил, Марс выплюнул несколько жуков, и каждый из них был похож на пиявку, наполненную кровью, но они вообще не двигались. Их тела стали черными, когда они выпускали ядовитый газ, превратившись в ядовитую кровь, когда они разрушили большую часть земли. Остальные шаманские колдуны сразу поняли, в чем дело. Верховный жрец посадил в себя нескольких гоу-насекомых, и эти гоу-насекомые паразитировали на нем. Когда смертельная сороконожка 7 сегментов Луза укусила его, эти насекомые высосали большую часть энергии проклятия и яда. Поэтому, даже если раны первосвященника не были легкими, они не были смертельными. Луз плохо себя чувствовал, но это не значит, что он рухнет. Луз очень четко понимал мощь своей сороконожки, поэтому даже если верховный жрец излечит себя от большинства токсинов, в его теле все равно останется небольшая часть. Прибавив раны от 2 ударов ладоней, он не смог бы так быстро восстановиться. Тогда я попрошу вас научить меня колдовству диких гор. Луз выпустил свой источник духа. Он был серого цвета, и когда он уплотнился, то принял форму марионетки. У этой марионетки были маленькие глаза, и ее рот был притянут к ушам. На ее 7 отверстиях были насекомые, и это выглядело очень устрашающим. Все источники духа каждого шамана выглядели так. Это было похоже на банду гигантской акулы страны Южного лета. После того, как члены банды гигантской акулы принимали крещение по наследству морской расы, их источники духа менялись и становились похожими на гигантских акул.
После того, как шаманские колдуны становились шаманскими колдунами, их источники духа также изменялись и принимали форму марионетки. Колдовские способности шаманского жреца исходили из этого источника. Марс также выпустил этот источник духа. Его источник духа был явно сильнее, поскольку его он мгновенно появился, выбивая зуб. Этот зуб был небольшим, размером с человеческий зуб, но он был покрыт рунами колдовства. Он вылетел с силой источника духа, и была разослана только трудно различимая серая форма. В зубе скрыта смертельная колдовская энергия. Луз быстро отошел в сторону, но стоящий позади него колдун-шаман получил удар. Как будто на него упала капля воды, и зуб исчез без следа. Почти в следующую секунду. Шаманский колдун издал жалкий крик. Из его рта вышло большое количество крови, но правильнее было сказать, что это была вся кровь без остатка. Большая часть крови его тела текла из его рта, глаз и носа. Его глаза, мозг и жизненно важные органы рассыпались осколками, когда этот шаманский колдун упал на землю, как сухой труп. Луз махнул рукавом, и в его ладонях собралось 6-7 бронированных жуков. В конце концов, они образовали маленький шарик размером с кулак. На этот раз пришла очередь Марса быстро увернуться. Шар с насекомыми, который выбросил Луз, взорвался на стене, и весь шаманский храм несколько раз сотрялся. Был преувеличенный цветок крови, который расцвел от шара из насекомых и немедленно оставил большой след на стене. И это все. Марс холодно рассмеялся. Хотя навыки Луза были вторыми после Марса, его совершенствованию невозможно было сравниться. Поэтому Марс был на 70% уверен, что он победит. Времени не было. Яд сороконожки 7 сегментов распространился по всему его телу. Марс подавил яд, но его лицо все больше и больше мрачнело. Одеяние жреца начало дрожать, когда мощная колдовская энергия исходила из 7 отверстий его источника духа, словно извергая торнадо вокруг себя. Каждый мог почувствовать намерение Марса. Он решил позаботиться о Лузе с помощью большой техники колдовства. Но в то время произошло что-то, что никто не мог себе представить. Лоза внезапно проникла через стены храма и мгновенно пробила спину Марса, выходя из его груди. Кровавая лоза продолжала идти вперед, пока не ударилась о столб, мгновенно разбив его сердце и легкие. Марс был брошен в воздух силой, и его глаза широко раскрылись, и выражение недоверия покрыло его лицо. Как это было возможно? Как можно было так легко проникнуть в их храм, когда Марс посмотрел на то, где появилась лоза, именно там, где шарик из насекомых Луза создал цветок крови? Он сразу что-то понял. Целью этой атаки был не он. Кровь была наполнена сильной колдовской энергией, похожей на сильную кислоту, разбрызгиваемую на стену и быстро разъедающую ее. Наконец, она создала большую дыру, которая также ослабила оборонительную мощь этой части храма. Лозы карликов уже окружали храм, поэтому они наверняка чувствовали, что его части ослабевают. Кларк прямо врезался в стену, в результате чего Марс был убит виноградной лозой. Не стоит мечтать о лучшем конце, если я умру. Я утащу вас всех с собой в ад. Фигура Марса несколько раз извивалась, когда его белые волосы вдруг стали алыми. На его коже было много маленьких бугорков, похожих на насекомых, движущихся внутри его тела. Их становилось все больше и больше, когда его тело становилось раздутым, словно он превращался в воздушный шар, наполненный воздухом. Это плохо. Он хочет самоуничтожиться. Быстро бежим. Колдуны-шаманы закричали от страха, пытаясь вырваться первыми. Тело Марса издало сильный звук, поскольку весь зал был заполнен слоем крови. Это был взрыв, сформированный из энергии колдовства Марса, поэтому он также содержал сильную силу проклятия. Некоторые шаманские колдуны, бегущие медленно, были разбрызганы частями взрыва. Их тела стали неуправляемыми, и они начали раздуваться, как тело Марса. Они превратились в большие воздушные шары, которые взрывались волнами кроваво-красной энергии, которые заставляли взрываться других, когда они приземлялись на них. Это было уже не просто самоуничтожение. Марс использовал свой собственный взрыв, чтобы вызвать взрыв нескольких десятков человек. Если бы это использовалось в плотно населенном городе, возможно, это могло бы подорвать целый город. Луз вывел менее половины колдунов, и храм превратился в море крови. Кларк немедленно поднял руку. «Быстро опечатайте храм шаманов, не позволяйте этой энергии выйти». Жрецы зеленой религии использовали техники, добавив слои виноградной лозы, и, наконец, превратили ее в обернутую могилу. Лозы были толщиной в несколько футов и, в конце концов, сдержали эту энергию. Даже если взрыв внутри был сильным, он не мог выйти вообще. Мощный, по-настоящему мощный. Деларес похлопала по ее богатой груди. Эта старая вещь действительно безжалостна. К счастью, мы не участвовали в битве, иначе мы понесли бы большие потери.
Верховный жрец шаманов мертв, битва окончена. Мы можем идти сейчас. Когда Чутянь привел делорез, карлики уже убирали поле битвы. Несколько десятков шаманов во главе с Лузом в настоящее время находятся в ловушке карликов, ожидая наказания. Луз закричал, увидев Чутяня: «Господин, мы сделали то, о чем вы просили». Чутянь намекнул карликам, чтобы освободить их. Карлики не сразу подчинились и сначала посмотрели на Кларка. У Кларка не было другого выбора. Причина, по которой карлики смогли легко победить, была главным образом из-за Чутяня, поэтому он мог только махнуть рукой: «Отпустите их». Чутянь бросил противоядие Лузу: «Вы сделали правильный выбор. Сейчас нет смысла сражаться до конца, и я думаю, что вы не хотели бы, чтобы все шаманы умерли в этой битве». Луз продолжал кивать. Эта битва была полной потерей шаманов. Если бы все верующие шаманы умерли, и без свежей крови, чтобы восполнить их потери, религия шаманов не смогла бы восстановиться. В этой битве не было никакого смысла, религия шаманов уже рухнула, поэтому у них не было другой возможности. Глава 418. Действующий городской лорд. Зеленый город был лесным городом, и разница между городом и племенем заключалась в том, что города были более открытыми, с более свободными торговыми рынками и различными расами. Это было похоже на небольшие по размеру городки в лесу. Однако управление городом было более строгим, и в него могли входить только квалифицированные торговцы или признанные в городе искатели приключений. Зеленый город управлялся карликами в течение 500 лет, поэтому люди с квалификацией проживания, владением магазина, бизнес-квалификацией и квалификацией входа для разных торговцев, рас и влияний были немалыми. Лесной город в основном зарабатывал доходы от налогов на бизнес и проживание. Счета зеленого города были намного выше, чем людей на улице. Беспокойство на этот раз было невозможно скрыть от других. В настоящее время в тавернах об этом говорили все торговцы, искатели приключений и карлики. «Эй, ребята, вы знаете», — сказал бизнесмен-карлик преувеличенным образом. «Вчера в зеленом городе почти разразилась большая драка». Другой лесной торговец кивнул. «Правильно, верно. Зеленый город сейчас слишком небезопасен. Можем ли мы вернуться и иметь хороший бизнес в будущем?» Говорят, что окружающие племена восстают, и кажется, что зеленый город едва держится. Лучше просто выбросить наш товар и бежать. Вы все можете быть уверены. Местный карлик в таверне быстро все объяснил. В конце концов, основным доходом для зеленого города были эти караваны, поэтому если они потеряют веру в зеленый город, это было бы большим ударом для карликов. Этот кризис был вызван шаманами, и шаманы уже потеряли большую часть своей власти, так что угрозы больше нет. Другой карлик добавил: зеленый город уже открыл склады для местных племен, чтобы помочь с голодом. Хотя зеленый город потеряет совсем немного, после этого все окружающие племена станут более сплоченными. Когда захватчики придут в будущем, мы сможем объединиться против этих врагов. У всех лесных торговцев были горькие выражения. Кто не знает, что ваш зеленый город уже рушится? Даже если вы выживете в этот раз, сможете ли вы выжить в следующий раз? Один осведомленный авантюрист сказал: «Правильно, я слышал, что зеленый город не сильно пострадал благодаря помощи таинственного человека. В противном случае зеленый город должен был бы заплатить большую цену, чтобы разрешить этот кризис, как они могли бы понести такие маленькие убытки, как сейчас». Это правда. Откуда этот человек пришел? Чтобы иметь такие навыки, почему я никогда не слышал о нем раньше? Карлик почесал голову и сказал: «Мой дедушка — священник зеленой религии, и он уже видел этого человека. Его звали Чутянь. Во всяком случае, это человек, которому даже нет 20 лет». Это имя было действительно незнакомо лесным жителям. Они никогда не слышали, чтобы этот человек делал что-то в лесу, поэтому эти люди были очень шокированы, узнав, что Чутянь смог решить эту катастрофу для зеленого города. Но они были явно поражены слишком рано. В это время еще один искатель приключений ворвался в таверну. Он держал объявление, только что выпущенное карликами зеленого города со странным выражением лица, когда он кричал: «Чёрт, что-то большое произошло! Быстрей смотрите! Какое зло Хансен замышляет? Неужели скоро будет война?» В таверне произошел переполох, когда все торговцы начали обсуждение. Они сразу же взяли объявление из рук авантюриста. Когда они увидели содержимое, у всех почти выпали глаза. «Что там написано?» С тревогой крикнул человек: «Я не понимаю язык карликов. Быстро переведите это для меня». Это самые последние новости. Истинная личность этого человека раскрыта. Он — городской лорд Зеленого города, лично назначенный эльфийским королем Вечного леса. Боже мой!
Это правда. Эльфийский король сошел с ума. Все прекрасно знали, что Зеленый город не может быть удержан, но они получили некоторую секретную информацию. Вечный лес хотел завладеть этой территорией, поэтому все эти люди успокоились. До тех пор, пока Вечный лес захватит Зеленый город силой эльфийской армии, Зеленый город снова получит шанс на процветание. И каков результат? Эльфийский король принял это и передал человеку. Разве это не шутка? Если эльфийская армия не придет, как иностранец может стабилизировать ситуацию? Невероятно. Действующий городской лорд Кларк уже взял на себя инициативу уйти в отставку и сейчас учится в лаборатории священников зеленой религии. Он принял решение позволить этому человеку Чутяню стать новым действующим городским лордом. В объявлении говорится, что с этого дня человек Чутянь уже захватил замок городского лорда и уже планирует контролировать весь бизнес Зеленого города. Это действительно было шокирующим, это было похоже на взрыв бомбы, это делало людей неспособными закрыть рот. Это была шутка. Было бы хорошо, если бы Вечный лес просто пытался причинить неприятности, но разве карлики тоже доставляли им неприятности? Есть немного новостей. Этот человек был лидером небольшой державы на краю леса хаоса и является торговцем из небольшой компании. Он пришел сюда один, чтобы стать городским лордом Зеленого города. Черт, ребенок, у которого молоко на губах не обсохло, как он квалифицирован, чтобы стать городским лордом Зеленого города. Черт, эти карлики могут с таким же успехом позволить этому отцу быть городским лордом. Зеленому городу придет конец. Не только среди торговцев и искателей приключений было большое волнение, даже все карлики были в глубоком шоке. Как мог господин Кларк позволить человеку стать действующим городским лордом? Это было слишком неразумно, примерно полчаса назад. Чутянь только что принял назначение. Хотя с его планом произошла авария, и он не смог получить контроль над лесными племенами, это не имело значения. У карликов и шаманов было глубокое противоречие, поэтому шаманы во главе с Лузом не могли завоевать доверие карликов, и они столкнулись с возмездием диких гор. Самый правильный путь для них состоял в том, чтобы поддержать Чутяня как городского лорда. Это обеспечит безопасность шамана в Зеленом городе и даст им возможность развиваться. Минотавр Арнольд также поддерживал Чутяня, так же, как и Деларес из религии демонического бога. У Чутяня было не так много тузов, которые он мог бы использовать, но благодаря заслугам решения этой проблемы Кларк все же дал ему должность действующего городского лорда. Чутянь вел Деларес по дороге к замку городского лорда, и у Деларес было немного грустное выражение лица. «Эй, я преуспел на первом этапе. Поскольку я теперь действующий городской лорд, то это не так уж далеко от должности полноправного городского лорда. Тебя также повысили до должности помощника городского лорда, разве ты не должна праздновать?» Чутянь покачал своим великолепным одеянием городского лорда, которое было сделано для него карликами, как насчет страстных объятий или поцелуев. Если бы это были нормальные времена, Деларес немного поиграла бы с этим человеком, но сейчас она была не в настроении. Объявленное решение, несомненно, вызовет бурную реакцию среди карликов. Вечный лес назначил человека стать городским лордом Зеленого города. Возможно, никто не примет этот факт. Вы не боитесь восстания своих подчиненных? Не было никаких сомнений. Этот человек Чутянь действительно был очень способным. В этой битве с шаманами без помощи Чутяня карлики понесли бы большие потери. Однако он всего лишь один человек. Не урегулировав обстановку, он уже объявил о своей позиции. Чутянь не имел власти, которая принадлежала бы ему в Зеленом городе. Религия демонического бога также не имела большого влияния, на Луза было оказано давление, чтобы он помог ему, и хотя несколько старых карликов поддерживали его, большинство карликов не приняли бы человека как своего городского лорда. Этот текущий акт должен был толкнуть Чутяня через край. На поверхности это выглядело очень красиво, но глубина воды была очень глубокой, ситуация Чутяня была очень опасной. Деларес сказала: «Я думаю, что карлики намеренно доставляют вам неприятности. Вы внесли большой вклад и были признаны Вечным лесом, а также назначены эльфийским королем. Карлики не могут напрямую иметь дело с вами, но они все равно будут тайно ждать, когда вы совершите ошибки». Чутянь был просто действующим городским лордом. Пока он не был истинным городским лордом, у карликов будет время, чтобы действовать. Сложная ситуация в Зеленом городе была не только с шаманами, но было еще много других внутренних проблем. После того, как Чутянь был назначен исполняющим обязанности городского лорда, ситуация стала более сложной. Если Чутянь допустит ошибку, карлики могли бы посетить Вечный лес и попросить короля эльфов назначить кого-то другого. Это был единственный шанс Чутяня. И карлики сделали один шаг назад. Даже если у Чутяня была большая заслуга, карлики все еще не определились. Все еще оставались сомнения в его личности, власти и положении. Хорошо, мне нравятся вызовы.
Чутянь вошел в великолепный замок городского лорда и стоял перед широким окном. Солнечный свет окроплял комнату, делая ее очень яркой. Когда он выглянул наружу, то, что встретило его, было белым полем. Когда он открыл дверь, там был естественный маленький сад внутри. Там была пышная зеленая трава и сотни цветов. Через середину протекала небольшая река, падающая с обрыва в виде серебряного водопада. Море облаков было подобно волнам, когда они пролетали над маленькими островками. Это был пик горного хребта. Замок городского лорда Чутянь стоял в центре пика, в замке, построенном на вершине. Отсюда он мог осмотреть весь горный хребет и весь район Зеленого города. Замок городского лорда был очень большим, более 100 уровней. Земля была далеко, и половина всего пика была превращена в замок. Город прекрасно интегрировался в природу и был просто произведением искусства. Святой свет сиял вниз от облаков. Весь город был покрыт сильной духовной энергией. Это место было действительно раем. Зеленый город был в очень хорошем месте, но было жаль, что было слишком мало людей, что делало его довольно пустынным. Однако эта ситуация не будет продолжаться долго. Когда комитет чудотворной торговли перенесет сюда свою штаб-квартиру, влияние Зеленого города будет все больше и больше, пока он не станет ключевым городом в лесу хаоса. Чутянь был очень доволен этим замком. Он повернулся к своему помощнику и сказал: «Хорошо, мы не можем расслабляться в первый же день. Немедленно достань все документы, которые нужно обработать, этот городской лорд приступает к своим обязанностям». Глава 419. Трудности городского лорда. В рабочем зале городского лорда Чутянь сидел на белом нефритовом троне, скрестив ноги. Он держал чашку свежесваренного чая от своего помощника. Вода была хорошей, с использованием воды жизни из храма зеленой религии. Чайные листья тоже были хорошими, это был эльфийский зеленый чай высокого качества. Он был очень доволен. Перед Чутянем было гладкое зеркало высотой с человека, и изображение переходило от нечеткого к четкому, наконец раскрывая фигуру девушки. Хотя она не была высокой, она была стройной и изящной, с кожей белой, как снег. Ее тело было изысканным и стройным. Она была полна жизненных сил, и не могло быть найдено ни одной ошибки. Она наклонила лицо и внимательно осмотрелась. Это позволило Чутяню смотреть на ее лицо с близкого расстояния, которое было таким же гладким, как фарфор. Ее большие глаза были похожи на кристаллы, ее нос был высоким и стройным, ее губы были маленькими и красными, а ее черные волосы струились по плечам. Она выглядела очень мило и красиво. Чутянь лениво встряхнул своим одеянием. «Как я и говорил, я не солгал тебе. Почему ты еще не поприветствовала меня как господина городского лорда?» «Ва». Глаза Мэн Ин зажглись, когда она выпустила ряд вопросов из своего рта. «Это твой офис? Он выглядит так роскошно. Что это за тобой, сад? Почему кажется, что это место в облаках? Тебе действительно удалось стать городским лордом. Почему так быстро? Почему бы тебе просто не приехать и не посмотреть?» Чутянь махнул рукой, как будто она не должна упоминать эти мелочи. Какова ситуация с Алдманом? Старшая сестра объединила окрестности и теперь планирует построить деловой и промышленный город. Первоначальный план — это вместить 2 миллиона человек, поэтому у комитета чудотворной торговли будет много дел. Новое кристаллическое масло было добыто, и это больше, чем мы себе представляли, так что мы можем начать исследование нового поколения оружия изначальной энергии. Вивиан разработала 4-й космический склад, а цветочные феи создали стабильную духовную сферу. Наше совершенствование сильно прогрессировало, а также, хе-хе, неплохо. Все не расслаблялись. Поскольку все идет гладко, приходите как можно скорее. Мне не хватает помощников, мне нужна твоя помощь и помощь молодой мисс. Хорошо. Мэн Ин показала счастливое выражение. Она давно хотела приехать. «Ин, ты говоришь с Чутянем». Мне показалось, я слышала его голос. В это время раздался магнитный голос девушки, прежде чем в зеркале появилась красавица с огненным телом. Кто это мог быть, кроме молодой мисс? Чутянь сразу же поприветствовал молодую мисс. Мэн Цинву увидела Чутяня, сидящего на троне городского лорда, поэтому, конечно, она была очень удивлена. Она никогда бы не подумала, что Чутянь так быстро продвинется вперед. Чутянь, похоже, ничего не скрывал от молодой мисс, потому что он сразу же описал ей ситуацию. Говоря об этом, твоя позиция еще нестабильна. Нам нужно использовать большие суммы денег для развития Зеленого города. К счастью, комитет чудотворной торговли заработал большие суммы в последние несколько месяцев, так что теперь у нас немало накоплений.
Мэн Цин Ву без колебаний сказала, если мы не будем считать стоимость других ресурсов, хранящихся в Комитете чудотворной торговли, то у нас есть 25 тысяч исходных камней. У Комитета чудотворной торговли большой магазин, поэтому нам нужно иметь в наличии 5 тысяч низкокачественных исходных камней. Я положу остальные 20 тысяч исходных камней в космический склад компании, чтобы ты мог использовать их, если тебе нужны будут деньги. Я быстро обменяюсь ресурсами, чтобы у тебя было больше исходных камней для разработки. Комитет чудотворной торговли уже был таким богатым, эта сумма превзошла ожидания Чутеня. Это были только запасы исходных камней. Если Комитет чудотворной торговли обменяет ресурсы на исходные камни, это должно быть как минимум в несколько раз больше. Чутянь мгновенно наполнился уверенностью. С такой хорошей женой, как молодая мисс, Чутяню вообще не нужно было волноваться. В зале раздался четкий звук шагов. Это была Деларес, которая вернулась. Хорошо, давайте закончим на сегодня. Этот городской лорд приложит все усилия в работе. Чутянь попрощался с молодой мисс Иин, прежде чем выключить зеркало связи. Он посмотрел вверх. Пен, различные свитки, списки и заметки были помещены перед ним, как маленькая гора. Было более нескольких сотен свитков, которые полностью потрясли Чутеня. Что это за ерунда? Почему мой любимый господин городской лорд в оцепенении? У прекрасной помощницы городского лорда Деларес была озорная улыбка, вспыхивающая в ее глазах. Это лишь малая часть. По соседству есть 3 заполненных архива, и всем им нужен городской лорд, чтобы осмотреть их. Твою мать! Почему их так много? Здесь налоги для каждого региона, информация о регистрации караванов, информация о персонале города, информация о развитии города, информация о научно-исследовательской лаборатории, реестр граждан, проект городского планирования, информация о системе водоснабжения, информация о посадке, информация об общественной безопасности. Все здесь. Неужели вы думали, что городской лорд просто отдает приказы? Ладно. Мы передадим эти вещи молодой мисс, когда она придет. Чутянь вытер пот. Он никогда не думал, что быть городским лордом будет таким неприятным занятием, и это было похоже на ведро холодной воды, выплеснутое на него. Что мне нужно знать сейчас? Когда был такой городской лорд, как ты, Деларес втайне критиковала его, но она все же отвечала: ситуация в Зеленом городе менее чем оптимистична. Я просмотрел прошлогодние отчеты о расходах, это на самом деле 165% от выручки. Карлики уже приблизились к банкротству, и их налоговые доходы за последние 10 лет составляли менее 50% от обычной суммы. Эта тенденция к падению очень серьезна. Вы понимаете, что это значит? Что это значит? Вечный лес и Зеленый город заключили соглашение. Карлики передадут город эльфам, и они смогут сохранить все свои богатства, но Вечный лес должен был оплачивать их потребности. Говоря об этом, с тех пор, как вы стали городским лордом, вы взяли на себя долги карликов. Согласно текущему доходу и потреблению, по моим скромным подсчетам, вам нужно платить около 26 500 исходных камней низкого качества каждый месяц. Клан Лис был очень проницателен с деньгами. Это полностью проявилось на Деларес, способный четко понять финансовую ситуацию за такой короткий период времени. Пуф. Чутянь чуть не выплюнул свой чай. Нужно давать несколько десятков тысяч исходных камней каждый месяц. Это ведро, заполненное дырами, почему Вечный лес принял это? Разве это не шутка? Вы должны посмотреть, чья это рука. Эльфы не богаты, но они все еще могут принять эту сумму. Более того, если бы у Зеленого города была сила эльфов, они быстро восстановили бы свою популярность, и это стало бы прибыльным бизнесом, не требуя от них ничего другого. Для эльфов это был бизнес, в котором они не могли не получить прибыль. Деларес сказал это, прежде чем взглянуть на Чутеня. В ваших же руках, не подумайте, что я критикую вас. После того, как вы захватили власть, половина караванов Зеленого города готовится уйти, а другая половина уже в пути. Налоговые поступления в этом месяце сократились на большую сумму, и это подорвало наши финансы, поэтому я думаю, что вы должны начать молиться. Дыра, которая будет стоить несколько десятков тысяч духовных камней каждый месяц. Разве это слишком большая сумма? У Чутеня в Комитете чудотворной торговли были деньги, но они были созданы не так давно, и их база не могла сравниться с большими кланами леса. Теперь, когда перед ними была большая тарелка с едой, они не могли ее съесть. На что расходуются эти исходные камни? Можем ли мы сократить их? Деларес быстро просмотрела отчеты о расходах. Они в основном используются для покупки материалов, снабжения армии Зеленого города, потребления в садах и для платы жизни карликов. Это составляет около половины от суммы. Для чего другая половина? Конечно, это для исследований.
Деларес закатила глаза. Вы прекрасно знаете, что карлики — это раса с сильнейшим интеллектуальным любопытством и желанием исследовать. Исследования карликов считаются высококлассными во всем лесу хаоса, поэтому каждая лаборатория требует большого количества ресурсов. Если Чутянь возьмет на себя бизнес в зеленом городе. Конечно, были способы уменьшить основное потребление ресурсов и расходы на армию, но эти вещи были очень малы и даже не составляли четверти расходов. Самыми дорогими были расходы на проживание карликов и их исследовательские бюджеты. Это было основным условием, которое карлики выдвинули Вечному лесу. Эльфийский король согласился на это. Поскольку Чутянь и Комитет чудотворной торговли были назначены на роль постоянного городского лорда, он, естественно, был обязан выполнить это обещание. Чутянь никогда бы не подумал, что после упорной работы в завоевании позиции городского лорда он не только не получит никаких преимуществ, но должен будет содержать несколько сотен тысяч карликов. Этого большого давления было достаточно, чтобы вызвать сильную головную боль. Кларк хочет прогнать меня этими трудностями, однако эти карлики недооценивают меня слишком сильно. Чутянь немного подумал, прежде чем сказать: «Отправь мой первый приказ прямо сейчас». Пока этот городской лорд стоит у власти, никакие налоги не будут взиматься ни с одного бизнеса в этом городе. Ты сумасшедший. Широко открыла глаза Деларес. Брешь в финансах уже достаточно серьезна. Вы чувствуете, что эта дыра еще недостаточно глубока. Как ты только что и сказала, половина торговцев готовится бежать, а другая уже ушла. Так что толку в борьбе за этот налоговый доход? Нам нужно удержать людей здесь, прежде чем мы будем думать о способе заработать на них деньги. Что касается этой финансовой дыры, максимально снизь ее рост, а я сделаю все остальное, сказал Чутянь с выражением презрения. Разве это не всего лишь 10 тысяч исходных камней? Я могу это вынести. Вы. Деларес знала, что поддержка Чутяня была непростой, но видя, насколько щедрым был Чутянь, даже не вкладывая в его глаза такую большую сумму, она не могла не поднять Чутяня на несколько пунктов в своем сердце. Хорошо, все в порядке, пока вы чувствуете, что проблем нет. Чутяню было все равно, какой ажиотаж он вызвал в зеленом городе или даже в лесу хаоса. Прежде всего, нужно восстановить порядок. Я очень заинтересован в этом исследовательском центре. Давайте, пойдем и посмотрим. Вторым делом Чутяня было понять положение карликов. В конце концов, карликов можно считать редкой высокоинтеллектуальной расой в лесу, поэтому у них была высокая совместимость с Комитетом чудотворной торговли. Зеленый город строился целых 500 лет. Лаборатория карликов также строилась целых 500 лет. Это определенно не может сравниться с окружающей средой южной летней страны. Чутянь хотел лично увидеть это и увидеть, что в нем особенного. Глава 420. Исследовательская база. Когда был объявлен первый приказ? Зеленый город снова наполнился ажиотажем. Это в основном отрезало большую часть фундамента. Это было невероятным делом в любом городе, не говоря уже о том, что зеленый город уже был в плохой ситуации. Если бы они отрезали доходы от торговых караванов, на что город мог бы рассчитывать, чтобы поддержать себя, Кларк быстро нашел Чутяня, чтобы подтвердить это. Чутянь не объяснил свои действия и вместо этого высокомерно сказал: «Вы должны смотреть немного дальше в будущее. В зеленом городе уже слишком мало людей, так что толку от этих крошечных налогов? Было бы лучше создать первый безналоговый город в лесу хаоса и вместо этого сначала увеличить нашу популярность. Вы можете быть уверены, я лично покрою расходы на проживание, и расходы карликов не будут урезаны. Те, у кого есть деньги, всегда могут говорить громко». Это заставило карликов запутаться. Может ли быть другая держава, поддерживающая этого человека? Иначе как он может раскидываться такими суммами, даже не меняя выражения? Если он мог позволить себе заполнить такую дыру, сила позади него не была простой, но видя, как Чутянь дает эту торжественную клятву. Хотя карлики были недовольны им, они ничего не могли сделать. «Кларк, ты пришел как раз вовремя», — сказал ему Чутянь. «Я готов посетить город, построенный карликами, и исследовательскую лабораторию. Интересно, удобно это или нет?» Это место не может быть показано посторонним. Но Чутянь теперь был действующим городским лордом. И если человек, исполняющий обязанности городского лорда, не понимал ситуацию внутри города, как он мог управлять им, Кларк и другие старейшины карликов обсуждали это несколько минут. «Конечно, это не проблема. Пожалуйста, пойдемте с нами». Исследовательская лаборатория карликов всегда была секретом и одним из самых загадочных мест этого района. Будучи способной остаться с Чутянем, Деларес имела возможность расширить свой мир. Карлики шли, представляя, наша лаборатория была основана в то же время, что и зеленый город. Она имеет очень славную историю и является самой совершенной исследовательской лабораторией во всем лесу. Храм зеленой религии, встроенный в стену горы, был входом в исследовательскую лабораторию карликов.
Пройдя через туннель в горе, перед ними появился прямоугольный лифт. Чу-Тянь и Деларес стояли в лифте, и лифт сразу начал опускаться. Вокруг них были прозрачные кристально-каменные окна, и когда они спускались вниз, они могли видеть различные слои камней через окно. Очень глубоко. Около 400-500 метров под землей. Наконец, перед ними появился гигантский подземный мир. Деларес была в полном шоке, когда ее подбородок упал, а глаза широко раскрылись. Ей было очень трудно поверить, что под зеленым городом было такое большое пространство, это было просто немыслимо. Карлики объяснили, геологическое строение леса хаоса очень особенное. Наши предки изучили это и были удивлены, обнаружив, что под лесом хаоса было много пустых пространств с несколькими глубокими подземными мирами внутри. Было также много дьяволов, темных духов и некоторых мест, где дно не было видно. Также была возможность найти тайны Великой Древней Эпохи. Под зеленым городом нет демонов. Дело не в том, что такой возможности нет, но до этого момента мы их не находили. Когда лифт собирался прибыть к месту назначения, Чу-Тянь посмотрел сверху вниз. Он мог видеть, что возле склада карликов была железная дорога, на которой был припаркован поезд. У каждого поезда была передняя и конечная тележка с паровым двигателем, между ними было более 30 тележек. Это была фактически станция метро, перед ними было много дворцов, выглядящих очень эффектно. Казалось, что в этих подземных дворцах могли жить несколько сотен тысяч человек. Все дворцы были изготовлены из металла и выглядели очень современно. Здесь было много металлических труб толщиной в несколько метров, для их охвата требовалось несколько человек. Маленькие были несколько сантиметров и были размером с палец. Они были сложным образом прикрыты и были очень сжаты, многие из этих маленьких и больших труб были соединены по всей исследовательской лаборатории. Был не только один подземный дворец. Если посмотреть вдаль, было несколько огней, сияющих от других дворцов. Между дворцами, казалось, были бездонные пропасти, а в темном мире сияли огни. И были железнодорожные пути, соединяющие их. Подземный мир не был таким темным или зловещим, как предполагалось. На самом деле, в дополнение к огням во дворцах, в окружающих скалах также были светящиеся кристаллы и различные странные светящиеся растения. Деларес даже видела светящиеся грибы шириной не менее 30 метров, похожие на гигантские луковицы, освещающие большую площадь. Вода стекала со скал и превращалась в тонкий водопад, падая в бездонную пропасть. Там были странные ящерицы, летучие мыши и другие существа, которые жили в скалах. В этом месте, где не было солнечного света, образовалась странная экосистема. Чу-Тянь вздохнул при мысли о таинственном создателе. Это подземное пространство неизмеримо глубоко, и его дно никогда не изучалось, но этот подземный мир богат ресурсами, и чем он глубже, тем богаче ресурсы. Конечно, чем глубже мы идем, тем больше вероятность, что мы встретим опасных существ, которые могут напасть на нас. Чу-Тянь уставился в бездонную яму, погруженный в свои мысли. Что касается мира под лесом хаоса, он, конечно, имел некоторое понимание. Это было очень сложное место, особенно в эту эпоху. Здесь было скрыто много неизвестных опасностей, но было также много скрытых сокровищ. Если будет шанс в будущем, он должен будет тщательно все изучить. Конечно, сейчас не было возможности, так как у него не было достаточно сил. Кларк сказал гордым голосом: карлики использовали целых 200 лет, чтобы создать эту транспортную сеть. Транспортная система карликов состояла из поездов и железных дорог. Когда они вышли из лифта, перед ними была станция. В поезде было несколько повозок, плотно сгруппированных вместе. Это был подземный поезд карликов. У карликов в общей сложности 7 подземных исследовательских лабораторий, и мы обнаружили более 100 драгоценных минералов, с гордостью сказал Кларк. Эти подземные железные дороги подобны кровеносным сосудам, которые соединяют каждую лабораторию, шахту, поле для размножения и жилые помещения вместе. Все вместе это создает очень эффективную сеть. Это действительно невероятный метод передвижения, а обычный человек не смог бы это сделать. Спросила Деларес Кларка. Как вы запускаете эти поезда? Пройдемте со мной в энергетическую комнату, и вы увидите. Кларк открыл энергетическую комнату, и внутри было хранилище энергии в виде сот. Каждая ячейка была заполнена красным порошком, и все это имело массив исходной энергии со многими крупными исходными камнями, вложенными внутрь, чтобы снабжать ее силой. Источником энергии поезда является кристаллический порошок, устойчивый к огню. Этот порошок выделяет большое количество пламени и энергии, которые в конечном итоге поглощаются источником энергии, образуя сложную энергетическую систему. Затем эта энергия используется для движения поезда, что позволяет ему развивать максимальную скорость в 300 км. Чу-Тянь был немного удивлен этим. Хотя технология карликов не могла его заинтересовать.
Это можно считать довольно продвинутым для этой эпохи. Стоимость кристаллов пламени была невысокой, и с помощью кристаллов, приводящих в движение поезд, стоимость была значительно снижена. Тем не менее, для работы источника энергии необходимо использовать энергию источника. Потребление исходных камней было в немалом количестве, Кларк объяснил. Для основных операций этой системы требуется минимум 1000 камней низкого качества каждый месяц. Слишком чертовски расточительно. Это было совершенно ненужное потребление. Аккумуляторы изначальной энергии в Комитете чудотворной торговли были надежным и дешевым источником энергии. Чутяню нужно было всего лишь сделать простые изменения, чтобы сохранить большое количество исходных камней. Теперь мы просим господина действующего городского лорда войти в лабораторию карликов. Поезд карликов гремел, двигаясь к дворцу перед ними. По всему дворцу были железнодорожные пути, и они могли ясно видеть все, проезжая на поезде. Это комната исследования энергии огня. Это комната исследования энергии воды. Это комната создания воды жизни. Это Чутянь прошел через исследовательскую лабораторию на поезде, и можно было предположить, что он испытал, насколько роскошна была лаборатория карликов. Карлики от природы любили исследования. Неудивительно, что они могли так легко отдать зеленый город. Это было потому, что для карлика, пока у него была подземная лаборатория и ресурсы, необходимые для этого было более чем достаточно. Почему это место такое большое? Деларес посмотрела на большое пустое пространство перед ней. Что это за место? Это исследовательская лаборатория подземных существ. Подземных существ? Кларк открыл дверь в лабораторию, и перед ними появились большие тюремные камеры, расположенные рядами. В каждой тюремной камере был заперт странный монстр. Деларес заглянула вовнутрь первой тюремной камеры. Существо в ней выглядело немного странно, со злым и худым телом, которое поддерживалось несколькими щупальцами. У него была голова размером с быка и с одним светящимся глазом посередине. Вдруг, со звуком «пен», Деларес была в шоке. Он выстрелил лучом света из его глаза, и, если бы не барьер карликов, этот луч света был достаточно быстр, чтобы расплавить сталь. Деларес не смогла бы этого избежать. Деларес спросила, что это за монстр? Поистине невежественно. Чутянь не стал ждать, пока карлики объяснят. Это существо называется злой глаз, обычное существо, которое живет под землей. Его главная способность — стрелять лучами света из его глаза. Кларк и другие карлики смотрели на Чутяня с выражением восхищения. Эту вещь редко можно увидеть в мире, это показывает, что городской лорд действительно хорошо осведомлен. Чутянь презрительно усмехнулся. Он немедленно пошел посмотреть на других существ, но ему пришлось восхвалять карликов, способных собрать всех этих темных существ вместе. Здесь было как в музее. Он также наконец понял, почему карлики тратили так много денег на эти лаборатории. Масштабы, оборудование и уровень этих лабораторий были на пиковом уровне в эту эпоху. Тратить на это каждый месяц несколько десятков тысяч низкокачественных исходных камней было уже очень экономно. Кларк спросил, «У нас нет других вещей, которые нам нравятся, мы просто ищем истину». Хотя большая часть того, что изучается в лаборатории карликов, не имеет особого смысла, отсюда и возникает радость жизни карликов. Так что если вы действительно хотите стать городским лордом, эта лаборатория, ты слишком много думаешь. Вы должны понимать, я ученый. Чутянь похлопал карлика по плечу. Эта лаборатория — настоящее сокровище зеленого города, эти замки на поверхности — ничто по сравнению с этим. Я не только не закрою эту лабораторию, я хочу инвестировать в 10, хотя нет, в 100 раз больше ресурсов, талантов и технологий, чтобы сделать эту лабораторию еще более великолепной. Рот Деларес поблизости широко открылся, но она не могла сказать ни слова. Кларк и карлики неподалеку показали выражение благодарности и восхищения.